Привет всем! Рада вас всех видеть на моем канале. Сегодня хотела с вами поделиться тем, каких я открыток наваяла за то время, пока болела. Вообще идея была в том, чтобы сделать открытки к 8 марта и подарить их тем своим знакомым, родным, близким девочкам, женщинам и бабушкам. Но, к сожалению, у меня не получилось, потому что из-за болезни, как-то мне не получилось это делать вовремя. К тому же были еще и другие причины. Закончила я эти открытки уже после 8 марта. Буду, значит, дарить на какие-то другие праздники. Уже как бы не суть. У меня несколько разновидностей открыток получилось. Первая, скажем так, группа — это открытки с цветочками. Вот они, вы видите на своих мониторах. Задумывалась изначально как открытка, частично вышитая, частично не вышитая, выполненная в другой технике. Всё, что от вышивки осталось, это стебелек цветочка, он вышит крестиком. Но тем не менее вышивка присутствует, поэтому эти открытки очень уместны для канала по вышивке крестиком. Вообще, на самом деле, когда я уже доделала эти открытки, я поймала себя на мысли, что, к сожалению, они у меня с 8 марта никак не ассоциируются. Ассоциируются у меня больше, наверное, с теми событиями, которые в это время происходили на Украине. И, наверное, с моей реакцией на все на это, я это очень тяжело переживала. У меня болело горло и никак не могло пройти из-за комка, который все время у меня в горле стоял. И я же в конце концов просто отказалась от чтения, смотрения и просмотра каких-либо новостей. Наверно, в будущем я это делать не буду, потому что нервов моих на все на это не хватает. Когда я смотрю на эти открытки, я ловлю себя на мысли, что они для меня, наверное, имеют примерно такое же значение, как, может быть, в свое время имели значение бумажные журавлики для японской девочки Садако Сасаки. Я надеюсь, что вы в курсе этой истории. Если не в курсе, посмотрите в Википедии. Наверное, все-таки людям нужно помнить про такие вещи просто для того, чтобы они в будущем не повторялись. Вторая группа открыток — это 3 платьица. А, вот, а, Честно скажу, я в платьицах никак не разбираюсь. Я в детстве в куклы не играла, я не любила куклы. Вообще все, что касается такого девочка-кукольного, я в этом ничего не понимаю, но я попыталась подобрать это так, как я смогла. Схема гуляет по интернету, не знаю, кто автор всего этого, но, по-моему, он гений. Поэтому, автор, если ты меня смотришь, спасибо тебе огромное. По-моему, это гениальное изобретение. Вверх платьице вышивается крестиком, а низ оформляется тканюшкой. При этом, конечно, расцветки можно менять по своему усмотрению. Мне эта идея очень-очень понравилась. Платья получились великолепные. Я думаю, что на 8 марта или на день рождения какой-нибудь девочки, тетеньки, бабушки и так далее, очень хорошая открытка. Смотрится очень-очень нежно и мило. Спасибо тебе, автор этой схемы, этой идеи, еще раз огромное. Ну и напоследок апофигей, или по-научному апофеоз моего открыточного творчества — это открытка-окошко. И взяла я идею, по-моему, в одном из номеров журнала «Вышивая крестиком», но там была представлена конкретная схема, и это все оформлялось в виде картины со шторками. Я все-таки решила сделать мини-вариант, открытку со шторками. Вот. Идея у меня уже в голове на самом деле давно гуляла. Я уже давно знала, как сделать карниз, у меня были деревянные бусины, я специально для этого купила бамбуковые спицы. Как говорится, больная голова рукам покоя не дает. В результате наваяла. Наваяла вот такую-то открытку.
Вот, что с ней делать, кому ее дарить, на какие праздники, честно говоря, не знаю. По-моему, такую даже по почте не пошлешь, потому что бамбуковый карниз, он хрупкий, а на почте ставят штампы, как поставят они штамп, и проломит им мой карниз. Жалко открыточку, не знаю, такую, наверное, дарить только лично можно. Вот, ну, придумаю что-нибудь, кому, по какому случаю ее подарить, а может быть и себе оставлю, не знаю. Вот. Вот такие были открыточки у меня. Вот, надеюсь, что вам понравился рассказ, и, может быть, кого-то это сподвигнет на какие-то свои идеи, на какие-то свои маленькие или большие подвиги. Вот. Вообще не судите меня строго, конечно, я не имею никакого опыта создания открыток. У меня есть проблемы с подбором цветов, и дизайнерским талантом тоже некоторые проблемы есть, поэтому вот. Ну, с тем, что получилось, тем я с вами и поделилась. Спасибо, что были со мной. Спасибо за то, что просмотрели до конца. Спасибо за ваши комментарии, подписки, за вашу поддержку. Очень вас всех люблю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.